Господи, а. Памятник при жизни надо поставить тем, кто умеет шить. У нас ЧП, друзья. Будем лечить теперь эту лысину неизвестно сколько. Мама дорогая, ужас просто, что происходит. Ай, кошмар. Третий продукт из одуванчиков. Это салат из листьев одуванчиков с беконом. Все, пошла в холодильник на 6 часов минимум. Когда я была маленькая, приезжала к бабушке в деревню. Это было очень вкусно. Так, ну что, долго ли, коротко, мы возвращаемся к шитью. Я ведь, друзья мои, так ничего и не закончила, представляете? Жена у меня окончательно стала ломаться машинка, стала ломаться иголка, вгибаться. И так я ничего и не доделала. Но мне на помощь, как всегда, пришел мой любимый папулечка. Саша отвез ему машинку. Ой, и он мне ее починил. Надеюсь, я смогу окончательно сейчас подшить то, что мне надо. Ля-ля-ля. Ой, что за человек такой? Сижу на педали, жму. Ой. Так. Ну что, поехали? Ну, красота. Вот она. Ломается иголка. Слишком толстый шов, друзья. Не хочет она ее шить. Жесть. Ну ладно. Мы не гордые. Штаны это Юлины. Бегать вон по улице. Ну как получится, даже, ребят. Ну что, в конце концов, не швея я. Ой, ну что. Господи, а. Памятник при жизни надо поставить тем, кто умеет шить. Нормально.
Пусть таскает. И вот эти штаны, они теплые, на флисе. Черные, в обтяжку, все как заказывали. Но длинные, ну потому что она взрослая уже. А они стрейч тянутся, и Юльке подходят. Она с удовольствием носилась весной. Ну вот, холодно когда будет, пусть носится. Ой, слушайте, друзья мои, тут вообще такая фигня произошла. Купила себе на Валберес я костюмчик, значит. Бриджики, домашний костюмчик, бриджики и маечку. Ну ладно, я все понимаю. Костюмы, вообще вся эта одежда на Валберес, которая приходит, она бывает как? Она же не так, что вот она ко мне пришла, я померила, мне не подошло, я, значит, отдала, и она пошла обратно на склад. Нет, она может легко пойти к другому заказчику, в другое место, быть отгруженной и туда пойти. И вот, видимо, мне такой пришел костюм, кем-то меренный, потому что он в скомканном виде в пакете лежал. Но новый, как бы, не ношенный, все. Думаю, ну ладно, возьму, не стала спорить. Думаю, сейчас приду домой, постираю, нет проблем. Пришла домой, постирала, все померила, значит, все как раз постирала. Все, пошла утром в этом костюмчике домашнем Юлю в школу провожать на автобус. Иду, значит, все нормально. Юлю проводила, обратно шурую. Ничего не подозревая. Домой захожу. И наклоняюсь что-то поднять, я не помню. А старшая дома была, ночевала дома здесь, в деревне. Говорит, мама, у тебя дырка в том самом месте. Ну, я наклонилась, да? Я говорю, как дырка? Слушайте, вы не представляете. Не было ни одной дырки, я же смотрела. Раз, два, 3 дырки образовалось, пока я сходила Юлю. Не садилась нигде, не приседала. Юлю просто до автобуса отвела. И вот смотрите. А что бы не было дырок-то, тут нечего прихватывать, видите? Нету, тут шва нету. Тут вообще... Вот оно, все это, естественно, вот оно, все. Нитки, смотрите, какие. Видите, пушистики. Естественно, все это поразвалилось. Ой. Вот так. Купила домашний костюмчик. Ну, разумеется, я сейчас пройдусь. Надолго ли хватит? Не знаю. Куда она тянется? Смотрите, она мне ее не хочет, вообще не хочет цеплять. Она мне ее сдвигает, и все тут пошло. Ну вот и все. Вот и все. Как-то зашила, короче говоря. Зашила. Ой. Так, что-то в кофте. А, карман тоже у кофты оказался дырявым потом. Все это за несколько минут буквально. Где он тут? Дырка-то в него. И мелкая сразу говорит, мам, смотри, у тебя дырка. Ну вот она, конечно, тоже по шву та же самая история. Почему так, друзья мои? Ну что такое? Ну почему русские не хотят ничего, никакого вообще, ни качества не хотят, ничего не хотят. Те же узбеки, я говорю, берешь мира дорого, домашняя одежда, вот это вот узбекского пошива. Ну, вообще не к чему придраться. А это же ты посмотри, что. Как знаете, как-то раз один продавец, кто давно смотрит мой канал, он знает, что я юрист по роду деятельности, по роду занятий. И почему я постоянно дома, я занимаюсь онлайн-консультированием. В силу здоровья я не могу ходить на работу, и это произошло именно тогда, когда я сюда переехала жить. Вот. Пытаюсь
оформить инвалидность. Ну, посмотрим, чем это закончится. Ну, а жить же как-то надо, да? Ну, вот я пишу статьи на юридические темы, занимаюсь онлайн-консультированием на юридические темы. Ну, и так, каким-то образом мы сводим концы с концами, как-то так. Вот. Мечта построить дом, в котором мы живем. То есть он, конечно, построенный, но мы хотим его достроить. Во-первых, у нас не везде ремонт сделан. Вот. Первое, что я сделала, это ремонт в детской комнате. Вот. Но Юляша угробила детскую комнату уже через полгода. Поэтому, блин, чуть пальцы себе не пришила. Поэтому там заново теперь надо сделать ремонт. Ну, я ей сказала, вырастешь, деньги начнешь зарабатывать, сама сделаешь. Она была уже достаточно взрослая, чтобы понимать, что заливать обои красками, рисовать на обоях, мазать пола с пластилином и жвачкой, это неправильно. Но она же все это вот так вот уделала. Ну, уделала, пусть и живет. Ну, ладно, суть дела. В детской сделали ремонт сразу. А потом где-то через год, наверное, подкопили, сделали ремонт в ванной комнате. Ну, у нас совмещенный санузел. В ванной комнате, в коридоре распределители и в кабинете в моем. Вот. И все, друзья. Это за 8 лет, представляете? Дом стоит вот обшит USB. И я банально не могу накопить денег на сайдинг. Я уже, конечно, я поначалу мечтала там, отделать дом там этим мечтала. А сейчас думаю, господи, хоть бы каким дешевым сайдингом отделать. А он все дорожает и дорожает. Ну, в любом случае, никогда не сейчас у меня денег нет. Поэтому мы копим, чтобы доделать дом. Потому что USB у нас в страшном состоянии, конечно. Вот. Ну и что? И в результате мы копим деньги на это дело, на отделку дома. У нас ЧП, друзья. Наша черноголовка. Я понятия не имею, как она вылезла из своей половины. Сегодня весь день сидит с фабричными курами. Представляете, как такое возможно? Но самое интересное, что они, почему мы их отделяли-то, чтобы они не затоптали малышей, фабричные куры. А они ее не трогают. Она весь день себе сидит. Как же им плохо. Посмотрите, как же ей плохо. Как же ей жарко, бедная. Эти вроде ничего, а это прям сильно жарко. Сейчас с Юляшкой мы будем ее ловить. Чтобы посадить на место. Почему она ей так плохо-то? Она что, до воды не достает, что ли? Юля! Иди сюда, доча. А? Кого вы? Мне нужно это, поймать черноголовку. Ну вот, Юляшка ее на раз-два достала. Юляшка, подержи вот так. Только не тряси. Все, черноголовка, иди на свое место. Ой, смотри, залезла. Раз, 3, 6, 7, все живы, все здоровы, да? Ну, слава Богу. Как они отсюда вылазят? Ума не приложу. Ума не приложу. Наверное, нужно это ставить. Камеру. Ой, смотрите, у нас сегодня фронт работ такой.
Да, конечно. Ведь одуваны косить, это вообще интересно. Есть люди, которые любят косить, а? Ребят, ставьте лайк, кто любит косить траву. Никогда этого не любила. Ой, еще у меня участок такой неровный. Конечно, можно было бы тренером пройти. Саша бы это сейчас все за полчаса прошел. Но спасибо ему. Он напроходил. Мне тут за прошлом году стоят плешин от этих вот от всех. До сих пор не могу избавиться. Вот от этих вот рыжих, ребят, помните, да, их? Во. Поэтому нет, спасибо, больше не надо. Будем лечить теперь эту лысину неизвестно сколько. Слушайте, друзья мои, у меня стойкое такое убеждение, что ножи косилки затупились. Интересно, может такое быть? Нет, как вы думаете? Ой, поделитесь своим опытом. Вообще их точат? Нет? Не, их еще. Ай, блин, на что же я наступила-то? Ой, ужас какой, что это там такое? Там какой-то гвоздь, представляете? Нет, это иголка вон от этих. Ой. И что-то, по-моему, она затупилась. Пылища вон какая идет. То есть видно, что эти ножи достают до самой земли. А косит, видите, как плохо. Ну вот. Сложно, конечно, сказать, что я тут что-то прямо супер-пупер подстригла. Вот. В связи с тем, что, видите, как я говорила уже не раз, у меня здесь очень сильно неровная земля. Да, у меня здесь не очень сильно ровно, но здесь особенно, потому что здесь вот был погреб у бывших собственников. К нашему уже покупке мы же заброшку покупали. Он был уже завален там. Ну, вообще, я никогда не планировала быть здесь погреб. Если вы видите, я и дом поставила дальше. Привычка вот эта вот людская, ставить дома окнами на дорогу, чтобы все заглядывали. Это не про меня. Вот. Поэтому я и погреб здесь. А мне муж говорил, что давай погреб здесь сделаем. Я говорю, какой погреб может быть? Зачем мне здесь погреб? Вот это здесь не зачем красота. Я хочу сад. Вот так случилось, что я и сад это не завела. Ну, здесь еще скотный двор стоял, здесь земли-то нет. Здесь, по большому счету, надо было земли несколько КАМАЗов привезти хорошие, а верхний слой снять. Ну, во-первых, этим вообще некогда было заниматься вообще. Я работала в городе, а я люблю контролировать все работы, поэтому, ну, вот, к моменту моего переезда, по сути, как мы дом вот построили, вот этот окончательно, потому что стоял-то другой, 6×6, дачный, с мансардой. Вот. Вот, собственно говоря, можно сказать, что вот 8 лет, тот период, когда я пытаюсь здесь что-то исправить. Но соседка меня еще, царство ей небесное, наградила вот этим чистотелом. Это же, кто знает, это такая зараза. Она взяла там себе, посеяла вдоль забора, он заполонил весь мой двор, он заполонил там все у людей. Это такая гадость, прости господи, что просто невероятная. Причем, ладно бы трава-то ядовитая, ее скотине, например, есть нельзя. Ее людям-то нужно аккуратно. Ну, в общем, ужасно. Вот, ну вот, как покосила все вот это вот ужас, потому что же, вот видите, камни торчат, это вот все от погреба, от старого. Остальное вот все руками пройду и это, где-то тяпкой. А самое главное, не дать плешинам вот этим, вернее, дать вот этим возможность этим плешинам всем зарасти. А если ничего не произойдет до конца сезона, я посею, уже тогда начну потихоньку снимать дерн верхний и сеять газонную траву. Ну вот куда мне, вот как мне ее сеять? Он с тем монстром, что в бассейне сидит, или вот с этим, что в клетке сидит, сеять траву, не знаю. Почитаю под зиму, сеют, нет. В общем, вот, ну дерн снимать тоже столько здоровья надо, мама, не горюй. Ну посмотрим. Вот, ну и то, что я решила точно здесь будет,
Я много что думала здесь. Беседку. Потом думаю, зачем она мне, эта беседка. Юля скоро вырастет. Что я буду в этой беседке сидеть, прости господи. У меня вот терраса есть. Вот, где солнце вот, только рано утром бывает. Вот. Беседку, потом что тут, бассейн, потом думаю, ну какой бассейн, у меня вон бассейн 200 метров и бассейн, я в бассейне тут, денег, бассейн 100 тысяч, что это такой хороший бассейн с нормальной системой очистки совсем, ну нет у меня на бассейн столько денег, вот, в общем, что я только не думала, все, передумала, и знаете, что я решила, друзья, я поставлю здесь перголу и качелю, вот, это очень конструктивное такое хорошее решение с моей точки зрения. Во-первых, оно перекроет мне раз и навсегда проблемы с этим погребом. А во-вторых, это конструкция, я ее покажу в белый цвет, она будет идеально смотреться. Сзади же я вон там виноград посадила, береза вон там, сосна растет, это вот что сзади окажется у перголы. Вот. И я здесь поставлю здесь и качелю. Мне кажется, что просто идеально будет вот так вот белая пергола, внутри качели, тоже все, ну короче, все белое. Вот, и вот здесь вот так цветы посажу. Ну, в общем, здесь будет пергола стоять, это совершенно точно. Вот на качели веранда мне не нужна, а выйти посидеть, покачаться на качели, это точно. Удачное место, знаете, здесь с утра солнце как встало, и до самого позднего вечера оно вот в этом месте стоит, это солнце. Потому как вот оно восток, и пошло оно, ему ничего не мешает, там постоянное солнце. Ну вот. Сейчас это все польется, сразу будет дышать легко-прилегко. Все очень сухо, конечно. Чистота и красота нужна. Ну вот, закончу здесь с травой сегодня вечером, дополью. Еще не совсем вечер, еще жарковато. Закончу потом здесь с травой. И будет нормально даже. Вон скоро зацветет уже мои любимые пионы. Вот, жалко только, что они так быстро отцветают моментально. Сколько они? Неделю стоят, все, если не меньше. А ветер с дождем пошел, так и меньше. Такие они. Никакие. Там вот у меня взошли светофоровские гладиолусы. Вы посмотрите-ка, все взошли, все. По 5 штук было разных цветов. Все взошли. Вот. И, ну, какой-то меньше, какой-то больше, но все взошли. Вот. Что-то вообще за копейки. А здесь я далеко не за копейки купила ирис. 150 рублей. И вот он сидит. Сидит и сидит и сидит. Ой. Не хочется ходить никак. Ну, а там, я не знаю, горе-то свое показывала вам или нет. Сволота немытая болгай. Взял, сломал розу мне, представляете? Вот такая же была. Видите, она уже бутоны. Вот взял ее, сломал подленыш. Мелкий подленыш. Чуть не убила его. Ладно, пойду отдохну, потом буду травой заниматься. Третий продукт из одуванчиков. Это салат из листьев одуванчиков с беконом. Для этого нам потребуется, ну, вот такой где-то пучок. Помните, да, эти листочки, я их откладывала. Вот такой где-то пучок листьев одуванчика. Дальше 4 яйца вареных. Смотрите, какие замечательные яички несут наши куры. Беленькие, чистенькие. Ой. Так, 360 мл воды, чайная ложка соли, 2 столовые ложки муки, 60 грамм сахара, 120 мл яблочного уксуса и бекон. По вкусу. 4 будет достаточно, но чем больше, тем лучше, как вы понимаете. Значит, для начала нам нужно отварить яйца вкрутую. Чтобы яйца легко чистились, я рекомендую отправлять их в уже кипящую воду. Для этого пусть она закипит. Потом мы добавим туда соли, чтобы они у нас не треснули при закладке. И аккуратно опускаем яйца в кипящую воду. Ну вот, да, такая у меня кастрюля оказалась под рукой. Поэтому вы уж не обессудьте, пожалуйста, ладно? Так. Ну, 7 минут будет достаточно кипения, чтобы они у нас с вами были в смятку.
Ой, в крутую. В крутую, прошу прощения. Да, в крутую, конечно. Разумеется. Я подсказала. Ты подсказала, ты молодец у нас. Ты самый умный на свете ребенок у меня. Ну что, друзья, я надеюсь, вы это видите. Расплата за лето в Сибири не заставила себя долго ждать.